Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу русскую сказку, и название ей «Мена». Купался богатый купец в реке, попал на глубокое место и стал тонуть. Шел мимо старик, мужичок, серичок, услыхал крик, кинулся и купца из воды вытащил. Купец не знает, как старика благодарить. Позвал к себе в город, угостил хорошенько и подарил ему кусок золота, величиной с конскую голову. Взял золото мужичок и идет домой, а навстречу ему барышник целый табун лошадей гонит. Здравствуй, старичок, откуда придешь? Из города, от богатого купца. Что ж тебе купец стал? Кусок золота с конскую голову. Отдай мне золото, возьми лучшим коня. Взял старик лучшего коня, поблагодарил и пошел дальше. Идет старик, а навстречу ему пастух волов гонит. Здравствуй, старик, откуда придешь? Из города, от купца. Что ж тебе купец дал? Кусок золота с конскую голову. А где ж она? Променял на коня. Променяй мне коня на любого вола. Старик выбрал вола, поблагодарил и пошел дальше. Идет старичок, а навстречу овчар гонит овечье в стадо. Здравствуй, старичок, откуда придешь? Из города, от богатого купца. Что ж тебе купец дал? Золото с конскую голову. Где же оно? Променял на коня, а конь где? Променял на вола. Променяй мне вола на любого барана. Взял старик лучшего барана, поблагодарил и пошел дальше. Идет старик, а навстречу свинопасу поросят гонит. Здравствуй, старик, где был? В городе, у богатого купца. Что ж тебе купец дал? Кусок золота с конскую голову. Где же оно? Променял на коня, а конь где? Променял на вола, а вол где? Променял на барана. Давай мне барана. Бери себе лучшего поросенка. Выбрал старик поросенка, поблагодарил пастуха и пошел. Идет старик, а навстречу ему коробейник с коробом за спиной. Здравствуй, старик, откуда идешь? От купца из города. А что купец дал? Золото с конскую голову. Где же оно? Променял на коня. А конь где? Променял на вола. А вол где? Променял на барана. А баран где? Променял на порося. Променяй мне поросенка на любую иглу. Выбрал старик славную иголку, поблагодарил и пошел домой. Пришел старик домой, стал через плетень перелезть и иглу потерял. Выбежала старику навстречу старушка. Ах, голубчик мой, я без тебя здесь совсем пропала. Ну, рассказывай, был ты у купца? Был. Что тебе купец дал? Кусок золота с конскую голову. Где же оно? Променял на коня. А конь где? Променял на вола. А вол где? Променял на барана. А баран где? Променял на поросенка. А поросенок где? Променял на иглу. Хотел тебе, старая, подарочек принести. Стал через плетень перелезть и потерял. Ну хорошо, голубчик, что ж ты хоть сам вернулся? Пойдем в избу ужинать, и теперь живут старичок со старушкой счастливо и без золота. А теперь следующая сказка, тоже русская, под названием «По колено ноги в золоте, по локоть руки в серебре». У царя Татона было 3 дочери, и стал их сватать Иван-царевич. По колено ноги в серебре, по локоть руки в золоте, во лбу красное солнышко, на затылке светил месяц. На той, говорит, женюсь, которая родит 7 молодцев, таких, как я сам, чтобы по колено ноги были в серебре, по локоть руки в золоте, во лбу красное солнышко, на затылке светил месяц. А младшая дочь Марья Татоновна и говорит: я рожу 7 молодцев краше тебя. Взял Иван-царевич Марью царевну за себя замуж и собирает
службу ехать. Что же ты меня одну покидаешь? Я пошлю за твоей сестрой. Разрешилась Марья Царевна 3 молодцами. По колено ноги в серебре, по локоть руки в золоте, во лбу красное солнышко. На затылке светлый месяц. На ее беду и собака ощенилась в тот же день. Сестра взяла сыновей Марьи Антоновны и на острове их укрыла, а Ивану Царевичу 3 щенков показала. Вот твоя хвостунья кого принесла. В другой раз Марья Антоновна на сносях. Опять Иван Царевич уехал на службу. Жена в его отсутствие родила еще 3 молодцев. На ее беду и собака ощенилась. Сестра детей на остров, щенков Ивану Царевичу. Твоя хвостунья опять 3 щенков принесла. В 3-й раз Марья Антоновна на сносях. Никому мальчика не показывала, спрятала за пазуху. Сестра пристает. Покажи ребенка, не то удушу. Не показала. Приехал Иван Царевич, а сестра ему щенка тащит. Твоя хвостунья опять щенка принесла. Иван Царевич заковал жену в бочку и пустил в море. Сын растет не по дням, а по часам. Уже говорить начал. Матушка, позволь мне потянуться. Потянулся, обручи на бочке враз лопнули. Вышли мать с сыном из бочки на остров. По тропинке-то какой-то избушки дошли. Входят, а там лежат на стульях рубашечки наушенные, немытые. Марья Антоновна эти рубашечки перестирала, и посуда на столе стоит грязная. Марья Царевна и ее перемыла, пол подмела, чистоту навела и говорит сыну: кто-то идет, спрячемся за печку. Сохранились они, а в горницу вошли 6 молодцев, и давай радоваться, что все в доме вымыто и убрано. Кто у нас мыл, убирал, покажись. Говорят молодцы: если ты красная девица, будешь нам родная сестра, а если ты в полвека молодица, будешь нам родная матушка. Марья Антоновна и вышла. Из-за печки и стали они все вместе жить, да ее расспрашивать. Будешь ты нам родная матушка? Откуда пришла родимая матушка? Была я женой Ивана Царевича. Родила 3 мальчиков, по колено ноги в серебре, по локоть руки в золоте, во лбу красное солнышко, на затылке светил месяц. Сестра их куда-то спровадила, а мужу сказала, что я 3 щенков принесла. Опять родила я 3 мальчиков, опять сестра их унесла. В 3-й раз родила я одного мальчика и спрятала его за пазуху, а мужу щенка в сыновья навязывают. Заковал он нас с сыном в бочку и пустил в море. Долго мы плавали, сынок мой вырос. Потянулся, бочка лопнула. Мы вышли на этот остров и попали к вам в дом. А вы, мои дедушки, где родились, воспитывались? Где родились, мы и сами не ведаем, а выросли на этом острове. Нас львица своим молоком выпоила. Тут сняли молодцы свои шапочки. Глядит Марья Антоновна, а у них у всех на лбу красное солнышко. На затылке светил месяц. Ах, мои милые дедушки, это я вас родила, сказала Марья Царевна. Мама, говорят они, благослови нас в путь дорогу батюшку искать. Пришли, наконец, все мира к Ивану Царевичу, на лбы себе шапочки понадвинули и говорят: не угодно ли послушать историю? Сказывайте, я люблю истории. Они и рассказали, как забросила их злая тетка на остров, как они выросли и мать нашли. Затем сняли шапочки. Иван Царевич увидал, что у них по колено ноги в серебре, по локоть руки в золоте, во лбу красное солнышко, на затылке светил месяц. Признал их за своих детей. Не мешкая послал концов за женой, а сестру привязал к жеребцу за хвост и приударил того жеребца плетью. Он полетел с
сказка мне показалась знакомой, как, не помню название, как на острове Буяна, славного царя Салтана. Там тоже такой был похожий сюжет. Кто знает, напишите название. А теперь, дорогие друзья, третья сказка, украинская сказка «Заячье сало», но переведена на русский. Собрался как-то пан в дальнюю дорогу, сел в коляску, запряженную парой лошадей, взял с собой кучера Грицка и поехал. Едут они, едут, на дороге ни шинка, ни хаты, ни прохожего, скучно пану. Грицка песни поет, Грицка на лошадей покрикивает, а пан молчит. Станет он еще с мужиком разговаривать. Вдруг выскочит из лесу заяц, пан и не утерпел. Видал Грицка зайца. Хорошо, Грицка, заяц. Да какой же это заяц? Вот у меня в лесу всем зайцы. Да столько их. Я за границы привез на расплод, чуешь? Ого! И расплодилось их, как маговинок в маге. Пошел я на охоту, взял с собой 10 закончиков. Они давай на меня зайцев гнать. Одного, другого, 10-го, сотни тысяч. Чуешь, Грицка? Ну, они гонят, а я знаю себе пах. Набил их 5. Не веришь? Отчего же? Бывает. Опять едут молча. Грицка, взорвался пан. Одного зайца я убил, большого, как баран. Стали с него сало топить. Полпута вытопили. Такие-то у меня зайцы. Случается. А то и пут вытопили. Грицка слушал. Так как закричит конем. Но, милый, скоро мост, что под брехунами ломается. Вот, Грицка, какие зайцы бывают. Полпута в нем, конечно, не было, а футов 10 вытопили, поправился пан. Знамо дело, заяц зайцем. Едут дальше. Пан в коляске ерзает. Грицка, а скоро тут мост, что ты говорил? Да, пан, скоро. Знаешь, Грицкому на том зайце и 10 фунтов сала не было. Всего фунта 3-4. Мне-то что, хоть бы и так. Вот еще малость проехали. А что, Грицка, скоро тут мост будет? Уж скоро, пан, вот только в долину спустимся. Ты, Грицка, лошадей-то не гони, устали. А знаешь, тот зайчишка вовсе не жирный был, так, слегка. Да бог с ним. Вот и долина, пан. Да какой там к черту заяц, Грицка. Кожа да кости. Ни жиринки, ни паршивца. Даже мяса путного не наел. Знамо дело, заяц зайцем. Спустились в долину, а пан и спрашивает, а где ж тут мост, Грицка? А он, пан, растаял, как заячье сало, про которое вы сказывали. Очень интересная сказка, коротенькая и очень интересная. Называется «Пана провели» за то, что он много врал. Неправильно сделали. Всем спасибо, дорогие друзья, за ваши просмотры, комментарии, лайки. И пишите, понравились ли вам эти сказки или нет. Пишите свои сказки, которые хотите, чтобы я рассказал. Всем спасибо и сладких снов. Всем.